спасительная рутина. Горе обычно возникает тогда, когда рушатся внешние привычные опоры. Например, вы заходили ежедневно в какой-то определенный магазин, всех там знали, а теперь из-за переезда приходится идти в другой магазин. Или вы привыкли раз в неделю звонить другу, а теперь больше не дружите и первое время по привычке берете телефон, собираетесь набрать номер и вспоминаете, что абонент более для вас недоступен. Привычная картина мира развалилась, и пока новая картина мира еще не успела выстроиться, важно находить опору внутри себя. И в этом идеально помогает рутина. Привычные действия создают иллюзию контроля и порядка и помогают психике адаптироваться к новым, неконтролируемым условиям. Поэтому, если вы, к примеру, ходили 3 раза в неделю в спортзал, лучше так и продолжать ходить. Да, на фоне стресса эффективность может понизиться, но эффективность в данный момент, в данный период времени, она не так важна. Даже если кажется, что сил совсем нет, просто приведите себя туда. Сделайте что-то совсем легкое для вас. Можно даже только переодеться и посидеть на скамейке, смотря на тренирующихся, только при условии, что вы не будете зависать в телефон. Или, например, вы изучали иностранный язык в приложении. Может быть такое состояние, когда новая информация не заходит. Окей, но это тоже не повод забрасывать. Пройдите повторно предыдущие уроки. Лично у меня из рутины остались занятия йогой дома, но я их очень сильно сократила, а некоторые практики вообще вычеркнула, потому что они меня стали очень сильно раздражать. И изучение языка я оставила, как до этого писала, в основном повторяю, редко беру что-то новое. Например, также, если вы, к примеру, всегда готовили ужин, продолжайте готовить. И все в этом духе. Найдите то, что будет создавать какую-то иллюзию старого, привычного вам порядка, и помогите своей психике адаптироваться к новым условиям. И постарайтесь в момент этих действий быть сосредоточенным на этих действиях, а не на посторонних мыслях. Как говорится, моя посуду, думай о посуде. Хотя это периодически, очень трудно. И также отдельный совет для девушек. В моменты сильного эмоционального переживания многие девушки забивают на себя. Не хочется делать никаких уходовых процедур, хочется заедать мороженое вареной сгущенкой. И если это разовая акция, то с этим все окей. Но запомните, горе очень быстро и очень сильно старит. И как бы сейчас больно не было, через какое-то время все равно захочется снова жить. Потому что все живое хочет жить. Такие уж тут правила. И предотвратить проще, чем работать с последствиями. Поэтому я рекомендую так же, как и с рутиной, оставить хоть какую-то базу, то, что не будет сильно напрягать. Например, какие-нибудь несмываемые ночные маски или что-то в таком роде. Не обязательно ходить к косметологу раз в неделю, как вы делали это до этого, но оставить что-то хотя бы по минимуму. Если вы, как и я, стресс заедаете сладким, то старайтесь выбирать что-то или ППшное, или обезжиренное. Например, не мороженое, а сорбет. Не шоколадную конфету, а мармелад и зефир. И если нет рядом кого-то, кто бы обнял, обнимайте себя сами. Очень крепко и очень любя. Потому что вы у себя одни.